Елизавета Петерс, Вячеслав, сколько времени ушло у вас на эту прекрасную работу? Спасибо. Ну, 2, может быть, 3 часа. Еще немножко в мастерской. Когда приходишь, смотришь где-то чуть-чуть, где-то там не так. Вроде бы закончил, подпись поставил, но у меня вот всегда так. И я знаю, не надо торопиться. Там снимать, выкладывать. Вот с ней нужно пожить. Чуть-чуть где-то еще тронешь, посмотреть. Все собрать, выверить. Сарочка давно хотела спросить ваши 3 любимые художника. Ну, я бы назвал 4. Коровин, Фешин, Врубель и Бато. Addicted Create. Пытаюсь по вашему совету найти водоэмульсионную краску на меловой основе для создания тянущего грунта и не могу. Водоэмульсионный Dulux, сказали, есть только на акриловой основе. Подойдет ли это для вашей техники? Надо пробовать. Я только использовал водоэмульсионную основу. Она называется латексная водно-дисперсная краска. Меловые краски нашла для мебели только, но, наверное, это не совсем не то. Назовите, пожалуйста, марку, которая подходит для тянущего грунта. Ну, марка Dulux, марок много на самом деле. Главное, чтобы была водоэмульсионная. Посмотрите, я где-то даже недавно заказал, по-моему, на Озоне, мне прислали. Елизавета Петерс, а скажите, в этом дворике вы снимаете жилье? Наверное, там хозяева очень благосклонны к художникам. Ну, они просто зарабатывают деньги. Просто в этом году была в Гурзуфе и не сложилось с хозяевами. Им краска не нравится, как пахнет. Ну, Чеховка, дом 4, вы напишите мне в WhatsApp, я дам вам человека, как это называется здесь, разводящую. Вы позвоните и договоритесь, на будущее будете иметь ее телефон. Мэнсон, как вы отбираете работу на выставку? Я уже долго собираю работы и беру только самые лучшие, я тоже самые лучшие, как я думаю, работаю. Всегда думаю, как бы мои знакомые, мастера, художники, учителя реагировали на выставку. Это хорошая идея. Есть ли у вас на выставке особенные и проходные работы? Ну, проходные стараюсь не вешать. Особенные, да. Только недавно открылась выставка в арт-пространстве «Коробка» на Автозаводской, 18. Там у меня примерно около 15 работ на стене, непроходные. И еще там на столиках небольшой формат, и обнаженка выложена акварелью, и темперой. Так что приезжайте, работы новые. Часовщика туда привез на выставку, так что приходите. Далее, Мэнсон, у меня всегда в домашней коллекции есть несколько шедевров на моем уровне, которые я стараюсь не продавать. Ну, я тоже так же. А подбираю по принципу, ну, во-первых, недавние, чтобы были, и с тем, чтобы они были разноплановые, как можно, ну, шире. Ну, и потом привожу побольше работ, а галеристы сами там как-то их тусуют, показывают. Это очень хорошо, удобно. Хелен Стар, вид так вид с террасы, это про Петербург. Молодые огни седого Петербурга. Что это за дом? Это дом Политкоторжан. Террасу можно взять в аренду. Вопрос, это не шутка. Напишите мне в WhatsApp, я справлюсь у хозяйки квартиры и с этой террасой замечательной. Может быть, вы договоритесь. Мазафак, красивый, смело написанный этюд. Интересно, при такой манере, стиле письма не обязательно заботиться о показе в этюде глубины и пространства. Вы рекомендуете отходить от холста, прищуриваться при рассмотрении холста и натуры, чтобы сравнивать и увидеть, не лезет ли на первый план с дальнего что-либо, мазок, пятно, или это ненужные условности академизма. Так хочется так же лихо, без оглядки писать, только излишние академические знания законов, правила усугубляют печаль. Да не надо печалиться, надо больше экспериментировать, и вы сами почувствуете некую свободу и уверенность. Но глубина. Но если вот вспомнить про те же слова, вот кто-то писал, и что Чистяков, и Фешин, ну, это академия, наверняка эта фраза там была весомой, ну, что не пишите то, что знаете, а пишите то, что видите. Ну, если я вижу, что дальний план, например, в тоне там темнее, чем передний,
Я смело делаю его темнее, без всяких оглядок, просто как Коровин учил собирать все по пятну, ну, по тональным связям. Ну, если я собрал, дальше следующий этап я смотрю, действительно, сколько деталей там, может быть, много, может быть, что-то лезет. Но это вот мои же ощущения, да, я где-то там делаю словно, где-то меньше информации на заднем плане. Я все время регулирую степень значимости центра композиции, может быть, их 2 центра, может быть, несколько, это же эксперименты постоянные. И потом вот свободное отношение к композиционному решению, что у тебя здесь вообще и какая значимость вот этих вот мест, может помочь найти, собственно, это нетрадиционное, не академическое, а новое решение к тому, чтобы ты был сам несколько ошарашен, удивлен. Ну и вот из этого просто надо, мне кажется, исходить. Ну и как следствие удивятся и другие. Рассматривая работы мастеров достойных, я иногда замечал, что они нарушают законы композиции, вот того, о чем вы говорите. И бывали такие работы, я видел их, когда фигуры вроде бы на переднем плане, а на заднем там еще какой-то объект. И фигуры решены условно, через которые ты смотришь главный объект. За ними фигуры же, 3 фигуры, 3 женщины стоят. Но они так условно решены, что они как бы вводят тебя, чтобы ты следующий объект посмотрел. Дальше. Странно. И странность в живописи, вот это не так, меня как-то заводит, и я ищу все время вот эту оригинальность. Надо пытаться прыгать за вот эти известные всем рамки, чему научили, да. Вероника Овчинникова, расскажите, пожалуйста, о теме красок в разбеле, что-то о технологии и о колористике, о выкрасках смесей, об анализе. Например, кажется, что белый цвет, например, титановое белое осветляет цвет. Но это не так. Некоторые краски она меняет до неузнаваемости в разбеле. Меня очень заинтересовала эта тема, я в ней пока плаваю, у меня акварельное прошлое. Могли бы вы, пожалуйста, рассказать о выборе цвета для письма, когда стоит писать с белой краской, а когда с разведением маслом или растворителем. Маслом или растворителем в растирочку подмалевок хорошо делать. И он может, кстати, остаться и быть, в общем-то, значимым куском, вот как он есть, да, это эффектно, мне очень нравится и так, и так. Если выработано мышление тоном, пятнами, которые связаны тонально между собой, то без разницы. Вот футболка, например, темнее там, чем задний план, там небо, да. Вот если это, вот я встану, чтобы для убедительности вы увидели, вот она темнее, чем небо, а так не очень видно, то какая разница? В растирочку вы с растворителем вот замазываете, это как пятно, которое вы просто решаете. В растирку либо густо. И так интересно. Нет ответа одного. Для меня не существует технологии, колористика, смеси, выкраски, анализы. Я просто это делаю, исходя из того, что это холодное, и то холодное, это темнее, чем то. Я просто разными способами могу это решить. Решений нет вот каких-то вот одно решение, да, и все. Я смотрю тон, цвет, разный цвет и разный тон. Все достаточно, мне кажется. Мне достаточно, поэтому я здесь не специалист. Можно писать маслом, как в акварельной технике, как вы вот говорите, в растирочку с разведением масла или растворителя. Я только растворителем пользуюсь. И можно писать корпусно. И все дело в выстраивании видения вот этих тональных отношений. Для меня, по крайней мере, этого достаточно. Вот не забиваю себя голову никакими анализами. Важно зацепиться. Если вы зацепились за этот цвет, подстройте к нему небо. Подстройте к небу там задний план и так далее. И вот уже у вас 3 тона. И в цвете вы решаете. Тоже решаете. Не обязательно брать прямо вот зеленку такую. Приблизительно. Но в тоне держите все, и будет достаточно. Друзья, может быть, я недостаточно здесь я просто о себе говорю, развернул эту тему, так что вы добавьте, давайте Веронике поможем проанализировать вот то, что я не смог.
Не забывайте, друзья, отмечаться в журнале, это важно. И предлагаю вам посмотреть еще одно кино, называется «Слабовидящие психопаты и импрессионисты». Ну, пока. Юзер KC, вы в Ялте живете? Я живу. Юзер KC, вы в Ялте живете? Нет, ну вот в Гурзуфе в данный момент. Я живу в Ялте, вы уроки даете. Ну, напишите в WhatsApp, и да.